Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. Это тот Марк, который очень и очень любит играть через мантию короля. Но он меня заверил, что эта каточка будет максимально необычная, против меты и никакой мантии короля. Ну что ж, поверим ему на слово, правильно? Правильно. Посмотрим, что он нам тут уготовил. Стол у него, как всегда, максимально богатый внешками и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. И, ребят, я хочу поиграть с вами в игру. В общем, пишем под этим роликом комментарий, какую сборку бы вы хотели увидеть. И самый залайканный комментарий я попробую реализовать. Поэтому все зависит от вас. Только единственная убедительная просьба: давайте что-нибудь реалистичное. Не супер там нереалистичное, допустим, там сыграть в одну фигуру, либо в две фигуры. Я, конечно, могу попробовать сыграть в две фигуры. Допустим, какого-то взять антимага, либо Манки Кинга в 3 звезды и поставить Гриттера сверху. Но давайте что-то такое более приземленное и довольно-таки играбельное. 6 чернокнижников можно, но вы должны сами понимать, что я могу это очень не скоро реализовать. И вряд ли на хайранге я это смогу точно реализовать. В общем, пишите в комментарии сборку. И самый залайканный комментарий я реализую. И не забудьте лайк, соответственно, под этот ролик тыкнуть. Раз уже комментарий напишите, то и лайк тыкните, соответственно, под этот ролик. Все зависит от вас. Поэтому все, работаем, ребят. И хочу напомнить, если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале. Переходите по этой записи, смотрите все условия, скидываете мне и обязательно, ребят, умоляю, проверяем запись, проверяем качество записи, FPS, чтобы это было не мыло, чтобы оно не фризовало очень сильно, не лагало, то есть, ну вот, чтобы было приятно к просмотру. Все. Потому что если будут плохие записи мне кидать, я их буду браковать, без обид. Без обид буду браковать. Вот, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что намного приятнее смотреть качественную запись, нежели какую-то... Ну, ладно. Ну, раз я уже заговорил за Телеграм, то, ребят, в своем Телеграм-канале я пишу по обновлениям этой игры, пишу, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог, и самое главное, у меня есть там чат комьюнити. Поэтому все ссылочки закреплены в описании под видео, в комментариях также есть ссылочка. Переходим, подписываемся, не стесняемся, если, соответственно, вам это интересно. Необычный мув он делает, распродал весь свой стол, чтобы выйти в максимальную экономику. Так, в принципе, можно делать, если хочешь играть через лустрик. Но отчасти хотелось бы так делать. Неизвестно. Типа, потому что, ну, вообще надо судить от того, что у противника за столы. Если там супер-омега огромные столы, то, в принципе, лучше, да. Ну, в принципе, можно так делать. Но если там не супер-огроменные столы, то, в принципе, лучше так не делать. Тут, на самом деле, у него столы довольно-таки там слабоватые. Я бы, допустим, не распродал бы весь свой стол, а попробовал бы все-таки поиграть. Там он чел себе панду уже магическую нашел. Прикольно. Только почему он оставил одну панду? Неизвестно. Кстати, кто не подписан на YouTube, подписывайся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Поэтому все. От вас я жду максимальную поддержку, максимальный фидбэк. И работаем, ребят. Работаем и еще раз работаем. Ладно, погружаемся в каточку, поэтому, ребят, всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита, кто кушает, кто засыпает, приятных снов, а кто работает, к сожалению, то хорошего вам дня и, соответственно, лучшего настроения. Ему, кстати, тут орки неплохо идут, судя по всему. Ну, по крайней мере, то, что я вижу, такие, знаете, рок-н-ролльщики. Сначала, вот эта вот внешка у него Джаггера похожа, знаете, на кого? На Свенчика чем-то немного. Там есть такой интересный стиль на Свена, и он реально похож. Интересно, что же он здесь мне забил такое уготовил? Очень интересно. А чё перчатку рольнул? Не понял, а чё перчатку рольнул? Там же есть суммоны. Типа я б на его месте на самом деле перчатку бы не ролил. Раз там есть суммоны, то я б не ролил перчатку. Вообще не пытался бы ролить. Потому что, смотрите, раз орк... Ну, короче, там 3 орка-охотника есть, которые суммонят. Я так понимаю, он здесь хочет поиграть через богов орков. Ну, судя по тому, как ему боги-орки идут, точнее, орки. Ну все, удача прошла. Хотя нет, не прошла. Нему хорошо идут орки. Очень хорошо идут орки. В принципе, реально можно на багах орков поиграть. Особенно, когда есть орк-шаман и дух-пятерка. Ну, посмотрим.
Давайте так. Ну, блин, нет, с вами так не поиграешь. Хотел только что сказать, давайте поиграем с вами в игру. Пишем в комментарии, какой здесь будет билд. А потом я такой вспоминаю в своей голове о том, что типа, ну блин, я ж превьюшкой спалюсь. Ладно. Ладно. Ой, как мне хочется, кстати, в этом новом патче поиграть через нефритового генерала. Кстати, это, если что, походу, старый патч еще, потому что эта запись где-то, сколько, и неделю, я там еще заболел. Кстати, если что, я до конца не выздоровел, но я думаю, вы все прекрасно слышите по моему голосу, что я не до конца выздоровел. Я говорю себе в нос, у меня нос заложен, ухо заложено, одно, второе. На самом деле, когда уши заложены, это вообще next level, потому что ты ничего не слышишь. У тебя одно ухо больше заложено, одно ухо меньше заложено. Ему реально идут орки. Прикольно. На самом деле, с таким бастолом я даже попробовал бы и на винстрик поиграть. Ну ладно, как говорится, хозяин-барин, посмотрим, что будет дальше. В принципе, он даже 10-й раунд спокойно может затащить с такими-то предметами, которые у него есть. Хочет дискорд себе. Ну, в принципе, дискорд хорошая шмотка. Либо дискорд, либо же мана плюс 50. Блинк я бы не брал. Блинк зачастую руины, нежели какая-то хорошая шмотка. Из предметов второго тира, что ему надо? Да, в принципе, из предметов второго тира ему особо и ничего не надо. Можно, конечно, щиточек второго тира. Но если он будет играть через богов-жрецов, то ему в идеале найти бусы третьего тира и найти посох третьего тира. Без посоха третьего тира будет ГГ. Ну и для того, чтобы там, знаете, замедлить скорость атаки, то ему в идеале взять АЗС еще сверху. Вообще, какие в идеале шмотки вот на Джаггера? Посох третьего тира, маска пятого тира, щит пятого тира, драконий рог третьего тира, мифриловый доспех 50-50, потому что если, допустим, есть у врага Дум, то лучше все-таки взять мифриловый доспех. Если же у врага нету Дума, нету какого-то таргетного контроля, то, соответственно, можно не брать мифриловый доспех. Но хотя мифриловый доспех довольно приятная шмотка, потому что она дает плюс 100% мана регена, плюс еще и выйдет какую-то способность. Приятно? Приятно. Кстати, а я так понял, он здесь в этой каточке хотел поиграть через охотников. Я так понимаю, это его любимый билд, играть через мантию короля. Кстати, Марк, напиши мне в комментариях, сколько ты играешь игр на мантии короля через охотников. Мне очень это интересно. Кстати, я вначале говорил, что я комментирую игру подписчика под псевдонимом Марк. По-моему, говорил. А то у меня что-то как-то из головы вылетело. Ну, короче, ранг, если что, у него ферзь. И у него обычно добротные каточки. Но они немножко повторяются, потому что он, я так понимаю, любитель поиграть вот именно на охотниках через мантию, как я уже сказал. Но я думаю, он в комментариях ответит, как часто он играет через охотничков и мантию. Яичко ему пришло. Приятно. Мобов сейчас он должен спокойно затащить, в принципе. У него довольно-таки сильный стол. Как говорится, почему бы и нет. Тут, кстати, можно и через 6 духов поиграть. Вообще, не, ну если он уберет от этого неже-жреца, то будет плохо, потому что неже-жрец он может подхилить хорошо. Тут Свен, кстати, есть еще. Опасненько немножко может быть. Хорошее решение поставить Разора, потому что массовый АОЕ дэмэдж это то, что доктор прописал. Поэтому отлично. Боже, на Разора, конечно, такая шикарная внешка. Кайфули. Мне очень нравится эта внешка. А напишите в комментарии, какие ваши самые любимые внешки в игре. Мне вот, допустим, нравится антимаг. Мне нравится ВР-ка. Там есть прикольный стильчик такой анимешный. И кто мне еще такой нравится? Блин, из головы вылетело, прикиньте. Так хоть... Мартредочка там есть красивенькая. Мамора. Опа, опа. 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 В принципе, можно взять Мамору. Ага, жезл Киры взял. Интересное решение. Не, ну в принципе, на самом деле это хорошее решение, потому что он может раннего Джаггера в 3 звезды найти сейчас, потому что у него 4 уровень. Когда активирует жезл... Ну, рановато, конечно, активировал жезл Киры. Зачем уровень взял, не понял. А зачем? А, ну там... Ну, короче, там в любом случае шанс почти одинаковый на необычные фигуры. Но в любом случае он может ранее 3-звездочные фигуры понаходить прикольные.
Просто он сейчас активировал жезл Кира, и, как по мне, он просто провтыкал один раунд. Типа, я бы такого не делал. Я бы делал на следующем раунде, когда у меня уже было бы 50 монет плюс. Но сейчас бы я этого точно бы не делал. Покупает инчу. Я так понимаю, это абуз инчи будет, плюс 1 монеточка, соответственно. И, ребят, не стесняйтесь абузить инчу. И если есть возможность, то и гоблина-убийцу тоже абузьте. Если есть возможность. Вот, допустим, у него сейчас есть жезл Киры, он может спокойно себе сейчас взять гоблина-убийцу, и дай бог он ему придет в 2 звезды, и он, соответственно, сможет с них по 3 монетки брать еще сверху. Вкусно? Вкусно. Интересно, когда у него Джаггер будет 3 звезды? На каком раунде? О, скилл detected. Так, ребята. Скилловички в студии. Скилловички в студии. Ага, грим. Грим неплохо. А чё Марса не взял? Не понял. Но Джаггер ему прям прет и прет. Через яйцо его еще апнул. Хорош. Еще. А ничего ему Джаггер идет. Я не хочу сейчас его сглазить, но я думаю, к раунду 15 у него будет Джаггер в 3 звезды. Но вот почему он Марса не взял, вот этого я не понял. На самом деле, Марс в 3 звезды это довольно-таки плотный персонаж, который будет ничего себе эвейдить урона. Потому что, ну, это реально хороший кусок мяса, который, во-первых, еще и дамажит. Еще и отталкивает. А если, допустим, присосется какой-то антимаг к этому Марсу, то он очень долго будет его бить в 3 звезды. А если взять еще, знаете, кольцо 4-го тира на Агар, ну тут, кстати, он проиграл раунд в любом случае. Хорошо, отлично. Но с этим теперь нужно немного быть аккуратнее. Не хотелось бы лустрик, скажем так, потерять. Потому что потеряет лустрик, то он потеряет свои бабки. А сейчас он получает плюс 3 монетки за каждое поражение. Сразу баночку юзает, но он на самом не берет орков. Интересно. Но он прям топорно идет в Джаггер. Но я бы на его месте тоже, наверное, так. А сейчас взял орка. И 2 Марса есть. Ой, ну мне там жестко приходит сейчас. А 2 Марса возьмешь? Ну можешь же взять 2 Марса. Не хочешь? Ну ладно. Сейчас на следующем раунде такой Джаггер в 3 звезды. Сюда. А если он еще сейчас найдет посох 3-го тира с первого раза, то это все, это будет лютая поплава для противников. Хотя есть там антимаг, и если там антимаг будет через мантию короля, то будет тяжело. Заблочу. Ай-яй-яй. Что вы понимали? Что вы понимали? Я играл каточку, где у меня тоже был жезл Кира, но у меня был 4-й уровень, и я так Луну не смог найти. А на Луну у меня было 70% шанса. Ну, не конкретно на Луну, но конкретно на однозвездочную фигуру. 70% шанса у меня было. И я не смог себе Луну найти до 28-го раунда в 3 звезды. А он так просто нашел себе Джаггера в 3 звезды. Да, это жестко. Теперь он может спокойно сейчас себе сделать орка-шамана в 3 звезды и Марса в 3 звезды. Это будет развал. Джаггер в 3 звезды, боже, ранее, обалдеть. Скилл. Скилл и ни капли мошенничества. Он, в принципе, может уже сейчас поставить себе мощный стол и кайфовать. Хотя, на самом деле, он уже играет через устрик. Ну, в его бы ситуации я, наверное, бы щит взял. Но он Грааль взял. Ну, в принципе, неплохо. А, он вообще хочет попробовать предмет 3-го тира найти. С первого раза. Обалдеть. Обалдеть. Что творится в этой игре? А ну-ка напишите мне в комментарии, кто так же само на скиллухе находит себе вот такие вот ранние фигуры в 3 звезды. Посох с первого раза. Нужный. Если ему сейчас еще драконий рог упадет, то это все. Он даже спокойно может сейчас винстрик забрать у молодого на топ-2. Ну, не он, конечно, ему пришел. Ну, ладно. Но я бы, на самом деле, на его месте бы ману плюс 50 бы не тратил. Ну, в принципе, какая разница, правильно? У него сейчас овер сильный стол.
Почему бы и нет? Можете позволить, так сказать. Если еще жрицу в 3 звезды ранее нанесет, будет тоже очень хорошо. Будет много отхила. Будет прекрасно. Жизнь удалась будет. Все, удача пропала, да? Но я думаю, он будет дальше ролиться, чтобы найти себе орка-шамана 3 звезды или орка-охотников 3 звезды. На самом деле, орк-охотник 3 звезды это хорошая фигура. У меня сейчас очень сильный стол. Джаггер в 3 звезды на 15-м раунде, обалдеть. Это, короче, все из-за того, что у него такой богатый стол. Я в плане имею в виду по цене его внешек. Да. Сейчас посох настакает еще. Обалдеть. Ему тупо не хватает сейчас просто поставить 4 бога, на которых он будет крутить их, что не в себя. О, цепочка. Противная цепочечка, конечно. В крутилочку-то прилетела эта цепочка. Хотя на самом деле странно, что цепочка прилетела в нормалек. Вообще типа не должна была прилететь. Почему она прилетела, я сейчас не понял. Кто-то понял? Я, допустим, не понял. О, хорошее усиление. У него очень сильный стол. Он сейчас может спокойно себе винстрик сделать. Так, Акса он не собирает. На самом деле Акса я бы даже и продал бы. Я бы лучше взял бы еще... А, ну у него волшебник есть. Акса бы я в целом бы продал. Типа я не вижу смысла от Акса 3 звезды. Ну это полная Г. 3 звезды. Здесь ему сейчас даже антимаг не поможет. Хотя на самом деле были бы шмотки у антимага немного другие, и он бы спокойно помог бы ему. Хотя тут охотники, они и так могут ему помочь. Хотя нет. Тут слишком много урона. Да, вот что бывает, когда у тебя вот такой вот стол ранний получается. Ой, орк-шаман, боже. Рубик! Сюда! А чё за лаги? Чё за лаги? А ну-ка успокойте. Рубика покупай. Давай, вместо Акса. И вместо орка-шамана, либо же вместо этого. Не хочешь фуловых богов поставить? Я бы на его месте поставил бы сейчас фуловых богов. У него все-таки Джаггер омега сильный. Вечная крутилка, это то, что доктор прописал. Хотя плюс 400 хп тоже вкусно. Хотя, ну вот, он бы сейчас крутился бы и Хотя, короче, ладно. Но я бы сделал бы себе 4 бога. Так, от Акса он уже отказывается. Это хорошо. Может, гоблина-убийцу возьмем? Не хочешь? Ну, как хочешь. Угу. Жрицу он не будет 3 звезды собирать. Окей. Ну, у его противников не такие уж мощные столы сейчас. У него самый мощный стол. Я так понимаю, он хочет себе сейчас сделать орка-шамана в 3 звезды и потом уже идти в уровень. Боже, как он накручивает их. Обалдеть. О! Коса скола. Не сейчас! Ребята, вот так вот не делаем мы. Он сейчас просто повтыкал один стак, если что. Вот видите, у него сразу коса скола стала 9 вместо 10. И я напомню, косу сколы мы юзаем только тогда, когда мы уже видим, что мы выиграем раунд. Только тогда мы ее юзаем. То есть максимально делаем эффективную реликвию. Только так. Вот сейчас он сделал ошибку лютую. Вот так не надо делать. Вообще не надо так делать. Смотришь в следующий раз. О, там дух пятерка уже у чувака. Ого. Ого. Нормально так чел на 8 уровне себе просто нашел себе духа пятерку. Красавчик. Ну блин, почему 4 бога не поставить? Не верит в них пока что.
400 хп он верит больше. Но он просто у него плотный челик на Джаггере. Антимаг 2 звезды. А ну, он мантию там нашел себе уже на антимага или нет? Потому что если он нашел себе там мантию на антимага, то это будет больно. Душа болеть будет. Ой-ой-ой. Ну, давай. Не, корни не вылетят, окей. Обидно, что, конечно, так реликвию заюзал. Обидненько. В самом деле, жрица в 3 звезды имеет смысл. Имеет смысл, потому что у него, во-первых, радиус больше от хила. Да, там 100 единиц от хила, но он, во-первых, длится дольше. Оу май. Не дай бог. Он еще... Ну, вот этот вот чел 100% будет играть через мантию короля. Через мантию короля и антимага. Это будет жестко. Если он сейчас еще и раннего антимага достает. Если к 25-му раунду достает антимага в 3 звезды, будет тяжело играть против него. Джаггер может его раскрутить. Но только Джаггеру нужна будет маска 5-го тира еще сверху. И желательно щит 5-го тира. И он правильное решение принимает то, что он берет себе Горн. Как-никак потянет время. 9 эльфов фигня. Там уже хан 2 звезды у молодого на 7 уровне. Прикол. Да, хорошее решение то, что он берет Горн. Во-первых, это обезоружь. Самое первое. Это обезоружь, который может сработать, так как у него много тычек на мантии прилетает. И плюс, соответственно, есть Горн Агр, который тоже может, если что, его занять на время. Типа там 30 хп еще надо снести. Хотя охотники быстро этот Горн убирают. Но это хотя бы время. Не, плевать. Ой, как плевать. Ой, как плевать Джаггеру. Нет, Джаггер в 3 звезды, конечно, дает прокекаться многим. Правда, минусов у него тоже много. Дум его может законтрить. Я бы все-таки уже поставил бы себе фул богов. Он может сейчас взять, выйти из инкама, продать Акса и поставить 2 богов, и все. Ну, бога и Гримтача. О, там инсектоид. Но на самом деле, самую большую опасность ему даже сейчас не инсектоид представляет. Потому что инсектоида он раскрутит. Только ему нужен, соответственно... Ну, фуловые боги ему нужны. Он прям, чтобы чувствовать себя максимально уверенно, ему нужны фуловые боги. И отхил. Сейчас, если на 25-м раунде ему упадет буст, это будет максимально хорошо. Либо драконий рог. Чтобы просто не париться насчет маны. Короче, и тот предмет отлично ему зайдет. Чёрк, шаман хорошо идет. Да, отлично. Продай Акса уже. Зачем тебе тут Акс? Баф воинов это, конечно, хорошо. Блин, 25-й раунд, у всех по 50 хп, прикиньте. Обалдеть. Я когда обычно играю, у меня тут как минимум 4 чувака имеют почти 80-90 хп. Редко когда у кого по 50 хп. Я держу кулачки, что чел антимага себе в 3 звезды не найдет. Но рано или поздно он его найдет. Но я надеюсь поздно, чем рано. Но я хочу посмотреть на эту баталию. Если там антимаг не тупой, он порвет его. Надо просто вот следить за антимагом, смотреть, какие у него будут шмотки. Кстати, Баша 4 тира можно себе взять. Кристалл Геральда хрень. Если что, то Кристалл Геральда не работает на Джаггере, потому что Джаггер вечно в крутилке своей находится. Поэтому Кристалл Джаггера и не работает. Там Лина в 3 звезды. Ну там он МКБ нашел. МКБ плюс бусы.
Он мантию ищет. Ищет мантию. Молодой ищет мантию. Хорошо. У топ-4 вообще непонятный стол. Типа у него есть хан, вообще там непонятный стол. Максимально. А безоружие, кстати, хороший предмет. Медальон. Я бы не скипал. Хотя, на самом деле, тут жрецами даже и не пахнет. Там есть типа чел, который играет через богов плюс Лину. Но я не думаю, что он будет через богов-жрецов играть. Но, как говорится, реально, типа, береженого бог бережет. Мало ли он реально перестроится. И тогда, если он перестроится, будет печально. Так, отличная безруш в Лину. Хорош. Ну все, Лина теперь даже не представляет угрозы. Джаггер сейчас ее раскрутит. И чел вылетит. Давай, парочку хороших шмоток. Ни одной. Понял? Еще одно яичко. И Дум, кстати, есть. Правильно, что берет Дума. На всякий случай. Пригодится. Хотя, если не пригодится, то продаст. Так, отлично. Кстати, можешь попробовать сейчас предмет третьего тира найти. Хотя, нужен ли он ему? Вот в чем вопрос. Ну, драконий рог хотелось бы, на самом деле. Но драконий рог ему просто упасть может не упасть. Там еще зверь, кстати, огромный. Как мне нравится его доска, которая меняет свой эффект полностью. О, там Кримсон Риппер на Джаггера прилетел. Хорошо, отлично. Фух. Я думал, не успеет крутиться. Думал, сейчас потеряет свои стаки. Но нет. Но нет. Отхил нужен. Надо буссы, либо маска 5-го тира. Буссы, либо маска 5-го тира, и будет хорошо. Будет идти в уровень или поролится? Пойдет в уровень, окей. Ну там чел прямо упарывается в антимага. 28-й раунд, у него еще антимага в 3 звезды нету. Хотя там Амора уже почти родила ему в 3 звезды. Но если там упадет ему мантия, то будет тяжело. Самое главное, чтобы там чтобы там были адекватные предметы. Ну, 6 воинов. Кстати, хорошая тема 6 воинов поставить. Один антимаг в 3 звезды, один антимаг в 2 звезды. Но если там нету мантии, то плевать. Упс, обезруш. Он тут его в любом случае выигрывает. Он даже прочекал этот момент, что у него винстрик есть. Да, он тут его сейчас раскрутит в тупую. Надо посмотреть, что будет с тем антимагом трехзвездочным. Я надеюсь, что тому мантия упадет очень долго не будет падать мантия. Но если там упадет ему мантия, плюс маска 5-го тира, плюс посох 3-го тира, то будет больно. Будет попа-бубо. А ну чему там его антимага не покажешь? Хочу посмотреть на антимага. Пока что у нее нету там мантии. Как только будет мантия, будет тяжело. Хотя на самом деле, может, даже тяжело и не будет. Посмотрим. Сейчас мы все увидим. Опять Кримсон Риппер прилетел в Джаггера. А нет, крутится. Чисто миксер в деле. Миксер в деле. О, сбили винстрик молодому. Ну ладно, сейчас 30-й раунд. Не отчаиваемся. Пока что не отчаиваемся. Если поставят фулгорн, будет хорошо. Но он уже там ему сбил винстрик. Смотрим, что будет дальше. Антимаг 3 звезд не имба.
А там чел даже морских, походу, ставить не будет. Хотя на самом деле, типа, даже если Марк поставит себе... Ну, кстати, если он сейчас свой на 2 звезды найдет, то тоже будет тяжело. На самом деле, вот этот чел, который играет сейчас через антимага 3 звезд, он мог спокойно поставить гритеров. Просто найти хорошие предметы под этого гритера и кайфовать. Не обязательно мантию искать. Если мантия с первого раза не упала, то дальше очень дорого мантию искать. И это может цена победы быть. Но если найдет он мантию, вот, допустим, сейчас, в следующий раунд он находит мантию, ой, это будет больно. Но самое главное, чтобы вот этот чел, который будет играть через мантию, нашел хорошие предметы себе сверху и сделал правильную себе синергию, потому что ему нужно здесь в идеале поставить даже 6 морских будет. Ну, 4 будет достаточно с головой, но 6 тоже будет приятно. То есть мантия, 6 охотников, 6 морских плюс антимаг, и, соответственно, это будет еще и чистый урон из-за того, что демон есть сверху. Так, что по реликвии? Мамора. Ну, Мамора не нужна уже. А шлем Ареса, кстати, пригодится. Только хотел сказать, убийца Горн. Угу. Хана, конечно, пока что нету. А от орка шамана, кстати, сейчас пользы не будет. К сожалению. Как бы не хотелось, но от орка шамана сейчас пользы не будет против такого антимага. Но 9 воинов... Свен? Хан. Хан! Вместо Марса. Ну, посмотрим. Вот сейчас у него хорошие шансы на победу против такого антимага. Самое главное, чтобы ему часто там обезруш прокол и тому подобное. Ну, кстати, теника мог бы и убрать. Так, на антимаге обезруш. У него там нету? А ну посмотри, есть у него там мантия? Есть. Там обезруш прокает. Ай-яй-яй, как прокает обезруш. Ай-яй-яй. Это прикиньте, у него сейчас антимаг с мантией плюс МКБ. И это он еще не поставил 4 морских сверху. Будет тяжело играть. Но на самом деле, он может поставить себе то, что он и делает. Он может поставить себе духов. Еще духа 5 найдет, будет вообще шикардос. Орк-шаман здесь бессмыслен. Он не даст никакого импакта сейчас. Антимаг даже под молчанкой хорошо себя ведет. То есть на сайленс ему плевать. На, продает. Орк 5 даст ему хороший приток. Яйцо, боже, как ему яйца падают. Зачем реликвия яиц, когда есть вот такие вот яйца, а? Так, грима 3 звезд сделал. Так, 4 духа. Окей. Куча обезоружа. Так, еще раз обезоруж. С предмета прилетел. Я надеюсь, что он его выиграет. Ай-яй-яй, как окаменение срабатывает. Даже 4 морских ими не помогло. Прикиньте. Хорош. Хорош. Рви его. Рви на запчасти. Красавчик. На самом деле, там бы... Ну, я бы на месте, допустим, вот этого челика, который играл бы через антимага, я бы все-таки поставил бы себе гритеров. И все, и кайфовал бы от жизни. Я бы не упарывался, допустим, в мантию. Вот у меня упал антимаг 3 звезд. Все, я бы спокойно себе играл бы дальше через антимага, через гритеров и все. Да, Джаггер больно бил бы, но... Хотя бы не прилетал бы никакой безоружий, контроль и тому подобное. Маска. Отлично. Отличненько. Шикарненько. Прекрасно. Но будет круто, если он его порвет. Я обоими руками болею за Марка сейчас, потому что вот таких вот скилловичков нужно наказывать.
Самое забавное, что чел, походу, даже не догадается, что ему нужно гритеров будет поставить. Он настолько верит в своего антимага, что, мне кажется, он не догадается. До конца будет сидеть и не догадается. С Маннергеном, конечно, печально. Ему бы драконий рог. Ему бы драконий рог. Боже, как ему яйца идут, обалдеть. Надо посмотреть, что там за предметы у антимага. Ну да, там приятный на самом деле предмет у антимага. Просто он не затащит вот этого вот орка. Не, может затащить. Если, соответственно, без оружия прокать не будут, пассивка духов прокать не будет, тогда да. Тогда этот антимаг может спокойно его вынести. Причем достаточно будет всего лишь одного раунда. Ну, там Свен в одну звезду, в принципе, он его спокойно порвет. Ну крутись! Хорош. Так, раскрутил Свенчика, отлично. Так, -1. А что там второй? Тоже откиснул. Надо, чтобы он его порвал. По-любому надо. И драконий рог нужен сейчас. Не знаю, я бы на месте вот этого вот чела все-таки гритеров поставил бы. Типа такой стол. Это, короче, будет эпичный момент, когда Джаггер вынесет антимага трехзвездочного раннего. Давай, драконий рог. Давай с дракончика драконий рог. Еще бы духа пятерку сейчас. Ну, кстати, взято за хороший предмет. О, молчанка. Цепу... Вот. У него предметы просто шикарные. Отлично, еще и дух пятерочка. Отлично. Да, вообще жизнь малина. Ну что ж, супер ответственный момент. Так, все затаили дыхание сейчас. Давай. Так, он антимага в середину поставил. Ну, на самом деле, такое себе решение. Ну, кольцо на 120 урона, это, конечно... не понял. А как антимаг сдох? Не, подождите, я хочу пересмотреть этот момент. Как антимаг... Вы смотрите. Что это? От чего он сдох? 3600 хп. А от чего он сдох? Нету, у него нету щита 5 тира. Я хочу посмотреть, кто нанес такой урон. Чего? Вы... Как?
Что это было? Все, я понял. Смотрите. Где ТБшка? Смотрите внимательно сейчас за ТБшкой. Смотрите. Помните, я говорил, что ТБшка это максимальная руина? Смотрите за ТБшкой. И этот, смотрите, просто уникальная возможность посмотреть на максимальный импакт вашего ТБ. Помните, я говорил, что это дно, днище? Наблюдайте. Чпуньк! Этот просто, это, 2000 IQ мув, он свапнулся хпшкой с антимагом, прикиньте. Из-за этого его антимаг 3 звезд сдох. Ай-яй-яй. Какая же это помойная руина, боже. А я сижу и думаю, каким образом он сдох? Обалдеть, боже. Это просто жесть. Я в шоке. Я в шоке, боже, какой помойный ТБ. Всю игру ему заруинил. Абсолютно всю игру ему заруинил. У такого антимага были шансы на победу. Были. Вот как это назвать? Как это назвать? Спасибо ТБ за игру. Спасибо. Да, это жестко. На самом деле, лучше бы он на своем антимаге в гритеров перестроился бы и кайфовал. Это жестко. Это очень жестко. Ну, типа... Давайте так. Вы сами в комментариях напишите, что это такое и как вам в целом каточка. А также не забудь меня поддержать своим лайком. И я напомню, что самый залайканный комментарий я буду пытаться реализовать. Все, ребят, работаем. А кто не подписан на меня, обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. И напомню, у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!